Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников. Я являюсь специалистом по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Сегодня о чем я хотел бы рассказать, это устройство авто, тема подсистема подачи топлива. Но прежде чем начать основную часть данного видео, как всегда, позволю напомнить, чтобы не забывали подписываться на мой канал. Пишите комментарии, если есть у вас какие-то замечания или предложения по развитию моего канала, контента в целом. Не забывайте ставить лайки, потому что я уже по себе знаю то, что работа действительно непростая, и мне хотелось бы, чтобы меня в этом поддерживали. Также обращайте внимание на подсказки, которые я оставляю в каждом видео. Переходите по ним, потому что там находится опрос, который я оставляю. Также поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Также, пожалуйста, обращайте внимание на ссылки, которые я оставляю под видео. И добавляйте, пожалуйста, ко мне в различные соцсети. Я лично буду этому очень рад. Ну что ж, перейдем к основной части данного видео. Это функция данной подсистемы является обеспечением топлива форсунок в необходимом количестве топлива на всех режимах работы двигателя. Подсистема подачи топлива состоит из элементов. Первый — это топливный насос, обеспечивает подачу топлива в необходимом количестве в топливную рампу под давлением 300 с погрешностью в плюс-минус 6 килопаскаль. Монтируется непосредственно в топливный бак и совмещен с датчиком уровня топлива и топливозаборным фильтром. Второй — это топливный фильтр. Служит для очистки топлива от механических примесей, неразборный. Способ очистки — фильтрация. Третий — это регулятор давления мембранного типа. Соединяется посредством воздушного шланга с ресивером. Регулятор поддерживает постоянное давление между впускной трубкой и нагнетающей магистральной рампой. Четвертое — топливная рампа. Служит для размещения топлива подаваемого насосом, имеет штуцер для контроля давления топлива. Пятое — это форсунка электромагнитного клапана, служит для впрыска топлива во впускной трубопровод перед впускным клапаном. Излишнее топливо, оставшееся после впрыска, возвращается по сливному проводу в бак. Вот, собственно, о чем я хотел кратенько пробежаться по данной теме. Поэтому еще раз напомню, чтобы не забывали подписываться на мой канал. Также пишите комментарии, если есть у кого-то какие-то предложения или замечания. Также ставьте, пожалуйста, лайки, потому что я уже столько видео сделал, и я уже могу сказать то, что работа действительно тоже в той или иной мере, по сравнению с чем-либо, тяжеловато все-таки. Также обращайте внимание на подсказки, которые я периодически оставляю в каждом видео. Обращайте внимание на опрос, который я там оставляю. Ссылки на другую информацию. Например, как добавляться ко мне в различные соцсети. Я лично это буду рад. Также поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Также обращайте внимание на ссылки под видео, которые я оставляю. Там тоже полезная информация. Ну, на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.